Это наше путешествие на машине. Из Минска мы направились в Санкт-Петербург. Мы съездили в Кронштадт, были в Петергофе, в Петропавловской крепости и на легендарной «Авроре» и в бизнес-центре «Лахта-центр». Все это в отдельных видеообзорах. А сейчас мы едем в Петергоф. Петергоф – небольшой город в Ленинградской области и одноименный музей-заповедник, который знаменит своими фонтанами и позолоченными статуями. Это дворцово-парковый комплекс, бывшая летняя резиденция русских императоров. Дворцовый комплекс Петергоф состоит из двух основных частей – Верхнего сада и Нижнего парка. Нижний парк, в котором находятся основные достопримечательности Петергофа, не просто обойти и за день. Вдоль длинной ограды, за которой находится Верхний сад, идем к кассам покупать билеты. Взрослый билет для граждан России и Беларуси стоит 750 российских рублей. От 14 до 18 лет стоит 550 рублей, а для иностранных граждан – 1500 рублей. Первое, что мы видим, это церковь святых апостолов Петра и Павла с 5 золотыми куполами. Здесь проходило крещение 4 из 5 детей последнего русского императора Николая II. Крещение его долгожданного наследника цесаревича Алексея, рожденного в Петергофе, произошло 11 августа 1904 года. Так мы приехали в Петергоф. Это верхняя часть парка. И осмотр начинается именно отсюда. Есть вторая часть парка внизу, но это немножко попозже. Проект по праву можно назвать детищем самого Петра I. Сохранилось более 10 его собственных рисунков, относящихся к Петергофу. Строительство резиденции, не уступающей по красоте и роскоши французскому Версалю, началось в 1714 году. Уже в августе 1723 года состоялся первый показ резиденции императором Петром I иностранным послам. Причем к этому времени был разбит Нижний парк, прорыт морской канал, действовала часть фонтанов, были отделаны верхние палаты, а также построены дворцы Монплезир и Марли. Большой дворец постоянно перестраивали в угоду моде и потребностям владельцев. Окончательный свой вид дворец приобрел в 1846 году. Строительство заняло 131 год. Длина дворца почти 300 метров. Пышному дворцу требовался не менее пышный пьедестал, с ролью которого полностью справился большой каскад. 2 огромные семиступенчатые лестницы соединены арками большого грота. Изнутри грот напоминает пещеру. Большой каскад, центральное водное сооружение парка, состоит из 64 фонтанов. Всего в парке около 150 фонтанов.
Интересные факты о Петергофе. Петергоф называют столицей фонтанов. Всего здесь насчитывается 176 фонтанов, уступая только Версалю. Для обслуживания фонтанов проложено 40 километров каналов и 18 водохранилищ. Максимальная высота струи фонтана «Самсон» – 21 метр. Общий расход воды петергофскими фонтанами – 1100 литров в секунду. Для подачи воды в фонтаны Петергофа никогда не использовались насосы. Вода прибывает естественным путем из Ропшинских высот по системе каналов, прудов и шлюзов. Мастера фонтанного дела ежедневно крутят около 300 задвижек, 60% которых 18-19 века. Мы в Петергофе и гуляем вот здесь на нижнем уровне. Вот эта часть парка, наверное, самая известная и самая красивая. Смотрим на фонтаны, гуляем, любуемся этой красотой. У подножия Большого дворца в центре Цветников расположены парные фонтаны-чаши. Пробный пуск состоялся в присутствии Петра I. Старейшие фонтаны Петергофа за мощь струй получили второе название – «Большие фонтаны». Ну, конечно же, это самый главный фонтан здесь, в Петергофе. Геракл, разрывающий пасть льву. Красиво невероятно. На самом деле это Самсон разрывает пасть льву. Но ошибся я не случайно, потому что изначально Петр I хотел установить на этом месте скульптуру Геракла, побеждающего Лернейскую гидру. Однако в итоге было решено использовать образ библейского героя Самсона, победившего льва в честь победы в Полтавской битве. В Полтавской битве, которая произошла в 1709 году, русские войска под руководством Петра I одержали победу над шведами, и лев на гербе Швеции был символом побежденного противника.
А Самсон, раздирающий пасть льва, символизирует эту победу. Фонтан Самсон был установлен в 1735 году в честь 25-летия Победы. Фонтан Самсон известен своей высокой струей воды, которая достигает 20 метров в высоту. Это одна из самых высоких струй среди всех петерговских фонтанов. Это фонтан «Фаворитка», построен в 1725 году. По замыслу Петра I вдоль морского канала планировалось создать серию фонтанов на сюжеты поучительных басен Эзопа. В глубоком бассейне по кругу движутся 4 утки, которых пытается догнать собачка по кличке Фаворитка. Утки весело кружат по бассейну, а Фаворитка, заливаясь лаем, никак не может их догнать. Из утиных клювов и пасти мопса вылетают водяные струи. Собачка лает, а утки крякают. В XVIII веке звуки производились за счет вибрации пластинок в медных трубках, вмонтированных в фигуры. От фонтанов, пройдя вдоль канала, мы дошли до Балтийского моря. Сейчас здесь немножко погуляем и посмотрим, что здесь. Наверное, нужно сказать, как можно добраться до Петергофа. Из Санкт-Петербурга в Петергоф доехать можно на пригородных электричках, автобусах, маршрутках, автомобиле и на скоростном теплоходе «Метеор». Вот мы как раз дошли до пристани. От Адмиралтейской набережной в центре Петербурга прямо к причалу на территории Нижнего парка по воде можно добраться за 35 минут. Стандартный билет в одну сторону стоит 1500 рублей, а детский – 800.
День в Петергофе как-то быстро подошел к концу. Не все мы успели посмотреть, а значит, есть повод приехать сюда еще раз. Мы возвращаемся в Питер. А в следующем видео отправимся на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость.